Почему тысячи людей в средневековой Европе решились оставить свои дома и отправиться в опасный и долгий путь? Крестовые походы – это не просто войны, а события, которые определили судьбу цивилизаций и изменили религиозную карту мира. Давайте разберемся, какие причины привели к этим масштабным кампаниям и что они означали для тогдашнего общества. Перед началом крестовых походов в христианском мире произошли значительные изменения. Большинство народов Европы приняли христианство, угрозы со стороны викингов и других племен утихли, церкви и монастыри восстановились. Однако благополучие было нарушено великим расколом 1054 года, который разделил христианскую церковь на западную и восточную. В католическом мире продолжался рост населения, леса расчищались, организовывались рынки. Начавшееся клюнийское движение позволило папам взять на себя более активную роль в обществе. В это время православная Византия потерпела поражение от турков-сельджуков, битвы при Манцикерте, и потеряла большую часть территорий Малой Азии. Вскоре они также захватили Иерусалим. Сельджуки позволяли христианам практически беспрепятственно совершать паломничество. Эти путешествия к святым местам на конец XI века стали важной частью христианской практики. Важность паломничеств, и в частности в Иерусалим, возникла не из учения Иисуса, а из религиозной традиции. В Библии нет прямого указания, что Иерусалим должен быть центром христианского паломничества. Предания о чудесах, происходивших в святых местах, создавали представление о том, что эти места обладают особой божественной силой. Рассказы о чудесах, исцелениях и видениях вдохновляли верующих отправляться в паломничество. Согласно церковным преданиям, путешествие к святым местам могло снять грехи. Некоторые монахи, такие как Петр Амьенский или Вальтер Нищий, посвятили себя проповеди мусульманских злоупотреблений при паломничестве в Святую Землю. Но защита паломников не являлась главной целью крестового похода, а считалась второстепенной задачей, поскольку для ее реализации требовались значительные усилия при относительно небольшом результате. Этого можно было бы достичь и другими способами, например, путем заключения договоров с мусульманами. Европа XI века также изобиловала местными святилищами, в которых хранились мощи святых. Не забудьте подписаться, пишите комментарии, ставьте лайки. Идея крестового похода появилась в 1074 году, когда папа Григорий VII Гильдебранд хотел воссоединить ветви христианской церкви. Он строил планы повести христианскую армию на помощь Востоку, изгнав сельджуков, но так и не смог осуществить этот план. Другие католики, как норманны Роберта Гвискара на юге Италии, хотели воспользоваться слабостью Византии и захватить Константинополь, но им это не удалось. Только после смерти Роберта в 1085 году сложились условия для возобновления нормальных отношений между Востоком и Западом. Новый император Алексий Комнин писал письма лордам и дворянам на Западе, прося о помощи. Он описывал насилие мусульман против восточных христиан. Алексей утверждал, что неприемлемо, чтобы святые места Востока находились в руках мусульман и турок. Многое из того, что утверждал Алексей, было преувеличено и часто ложно. Более того, мусульмане, которых он обвинял в зверствах, были сельджуками, а не египетскими фатимидами, которые контролировали Иерусалим на протяжении столетий до прихода сельджуков. Византия и фатимидский халифат поддерживали относительно мирные отношения. Алексий Комнин отправил послов с просьбой о помощи к папе Урбану II. Идея крестовых походов отлично вписывалась в перспективу преобразования христианского мира, которая задумывалась им и Клюнийским орденом, к которому он принадлежал. Католические миссионеры искали способы распространить свою веру. В это время большая часть Европы была формально христианизирована, а соседние страны либо приняли ислам, либо стали православными. Таким образом, христианская миссия столкнулась с ограничениями как в географическом, так и в религиозном контексте. На соборе в Клермоне, созданном 18 ноября 1095 года, Урбан II призвал к крестовому походу. Он опирался на авторитет своего положения как преемник апостола Петра. Единственные сохранившиеся записи его речи были записаны годы спустя. Урбан II говорит об освобождении церкви в целом или восточных церквей, а не о возвращении самого Иерусалима. Он призвал тех, кто был виновен в нарушении мира, направить свою воинственную энергию на святое дело. Таким образом, крестовые походы противоречили основным принципам учения Иисуса Христа. Они опирались на идею священной войны, которая возникла позже в контексте церковной политики и учения церкви. Это было не первое провозглашение крестового похода. В августе 1064 года был организован крестовый поход Барбастера в Испании, и в 1087 году нападение флотилии Пизы и Генуи на город Махдия в Северной Африке. Но теперь из-за призыва Византии они направились ей на помощь, несмотря на раскол между церквями. Согласно хронисту Фульхерию Шарпскому, в его книге «Иерусалимская история», папа побуждал всех их, чтобы, восстановив силу веры, они с большой заботой мужественно воодушевились для искоренения происков дьявола. Затем он проводит параллель между крестоносцами и пасторами,
которые, согласно Евангелию, обязаны защищать свое стадо. Если же волк похитит овцу, пастор лишится своей награды. Таким образом, крестоносцы должны прийти на помощь своим нуждающимся братьям, живущим на Востоке. Папа подкрепляет свой призыв волею Бога, говоря: «Так повелел Иисус». Всем тем, кто, отправившись туда, окончит свою смертную жизнь, в тот час получит отпущение грехов. Урбан, согласно хронике, говорит, что поражение от презренного племени дьявола будет позором для народа, наделенного верой во всемогущего Господа и славящегося именем Христа. В другой хронике Гюберта Нажанского «Деяния Бога через франков» говорится о мотивах, собравшихся в крестовый поход, отправившись без руководителя, без верховного вождя по одному внушению Бога. Далее в хронике Гюберта написано: «Бог воздвигнул в наше время священные войны, чтобы дать новые средства спасения и рыцарям, и народам, которые, оставаясь при своих привычках, могут заслужить божеское благоволение». Ни один духовный не имел надобности говорить в церквах, чтобы воодушевить народ к походу, ибо каждый давал обет отправиться в путь дома или на улице и ободрял других своими речами и примером. Гюберт пишет: «Многие из тех, которые не имели ни малейшего намерения отправиться, шутили и смеялись над теми, которые продавали свои вещи так дешево, и утверждали, что им предстоит жалкий путь, и что еще более жалкими они вернутся домой. А на другой день эти же самые люди, одержимые внезапно тем же желанием, отдавали все свое имущество за ничтожные деньги и шли вместе с теми, над кем только что смеялись». Гюберт в своей хронике пишет, что хотя папа обратился только к народу франков, другие также спешили исполнить свой обет. Для непосредственных участников крестовые походы были тяжелыми и дорогостоящими, поэтому их энтузиазм нелегко было объяснить большинству современных наблюдателей. Это проистекает от непонимания религиозной жизни средневековой Европы. Одной из основополагающих черт народного религиозного чувства было понятие греха и неотвратимого возмездия за него. В крестовом походе миряне получили надежду заслужить спасение. Именно на Клермонском соборе было самое раннее упоминание о полной индульгенции, хотя, как известно, Иисус умер за грехи человечества, и никакая другая жертва не могла заменить это. Миряне также уважали монашеские общины и оказывали им всяческую помощь, потому что считалось, что нравственная чистота поддерживалась внешним поведением. Сегодня распространен взгляд на причину крестовых походов как проявление религиозного фанатизма. Такое понимание связано с современными понятиями, но тогда мусульмане считались врагами только потому, что они захватили христианские святыни, а не напрямую, потому что они исповедовали ислам. Фраза «этого хочет Бог» встречается в хрониках, написанных спустя десятилетия после первого крестового похода. Это ставит под сомнение ее непосредственное использование на соборе в Клермоне. Более ранние и близкие к событиям записи либо не упоминают фразу вовсе, либо используют ее в другом контексте. На речь папы Урбана II откликнулись не только воины-рыцари. По-видимому, неожиданно для него простой народ также выступил вперед. Простой народ увидел в бедственном положении христиан на Востоке вину церкви. Они верили, что народ Божий – это бедные и бездоленные, а не богатые и авторитарные церковные чиновники. И поэтому только они могут исправить положение. Простой народ отправился в поход даже раньше рыцарей, но он закончился провалом. Торговцы сначала не видели большого потенциала прибыли в крестовых походах. Первые крестоносцы брали с собой все необходимое и отправлялись по суше в Святую Землю. Генуэзцы изменили эту точку зрения, когда рискнули и отправили припасы и снаряжение для осады Антиохии. Когда блокада была снята, у них появился постоянный плацдарм для торговли. Полученные не столько от торговли, сколько от помощи крестоносцам доходы позволили некоторым итальянским городам, Генуе, но более всего Венеции, быстро разбогатеть. Но походы не пробуждали торговлю в средневековом христианском мире, которая развивалась по другим причинам. В начале эпохи крестовых походов феодалы не были столь далеки от народа, как позднее. Европейская феодальная система еще находилась в процессе становления. Тогда не было еще и городической системы, и не был установлен общепринятый ритуал посвящения в рыцари. Горожанин мог приобрести земельный надел, обычно на периферии, и получить феодальные права, став мелким феодалом. Крестовые походы сами предоставляли для этого уникальные возможности. Папа Урбан II провозгласил, что участие в крестовом походе дарует духовные и земные награды независимо от социального происхождения. Это создавало юридическое оправдание для включения горожан и даже крестьян в рыцарское общество наравне с феодалами. Эпоха крестовых походов была периодом укрепления выделения класса феодалов, а рост количества замков стал его наглядным проявлением. Феодалы становились более независимыми и влиятельными, что неизбежно порождало конфликты с церковной властью. Раньше считалось, что важной причиной походов было утверждение принципа наследования владения отца старшим сыном, в результате чего младшим детям приходилось самим заботиться о приобретении новых земель
и участвовать в экспедициях на восток. Но, как правило, в крестовых походах участвовали именно старшие члены семьи. Младшие же продолжали вести хозяйство. Например, в случае с Ричардом Львиное Сердце он пошел в поход, а его брат Иоанн Безземельный остался и управлял королевством. Целью похода крестоносцев не был захват и колонизация территории. По условиям соглашения Византия должна была получить отвоеванные земли. И только когда византийский император покинул армию крестоносцев в разгар похода, франки стали решать, кому какие территории перейдут. Даже после создания государств крестоносцев число христиан, переселившихся на Ближний Восток, было весьма незначительным, что контрастирует с колониализмом нового времени. Крестовый поход теоретически давал возможность разбогатеть, однако не сохранилось убедительных свидетельств того, что его участникам удалось существенно повысить свой уровень благосостояния. Даже если был шанс приобрести богатство, вначале пришлось пойти на большую финансовую жертву. Ричард Львиное Сердце затратил огромные суммы на третий крестовый поход. В итоге, чтобы выкупить его из плена, Англия была вынуждена ввести чрезвычайные налоги. Феодалы не были связаны вассальными обязанностями для участия в крестовом походе. Их обязательства перед сеньором за владение феодом были обычно локальными и касались защиты земель или участия в кампаниях своего сеньора в пределах его владений и на короткий срок. Для рыцарей было важным общественное признание. Они не могли оставаться дома, пока их лорд уезжал на Ближний Восток. Рыцарю было важно делать то, что от него ожидали, и то, что делали другие из его круга. Кроме того, многие рыцари следовали за своими отцами или братьями, поскольку родственные связи и взаимная защита были сильны. Идея крестового похода должна была быть привлекательной не только для рыцарей, но и для простых пехотинцев, лучников, оруженосцев, а также для невоюющих, которые обеспечивали поддержку кавалерийских подразделений. Эти люди входили в свиту и составляли большую часть войска. Помимо престижа и чести принятия креста, на плече на своей тунике или плаще они получали освобождение от некоторых налогов и пошлин, отсрочку выплаты долгов и даже освобождение от отлучения. Успех первого крестового похода и возвращение Иерусалима вдохновил больше людей взять участие в следующих крестовых походах. К ним присоединились также крупные феодалы, такие как короли и императоры. Завоевание Святой Земли стало результатом случайности и обстоятельств, которые не были заранее предусмотрены. Изначально крестовый поход предполагал передачу отвоеванной земли под контроль Византии. Поэтому для последующих походов спонтанно возникла новая цель в удержании этих территорий. Когда стало очевидно, что это требует значительных усилий и ресурсов, внимание части крестоносцев переключилось на более доступные цели в Европе, на борьбу с язычниками, еретиками и мусульманами в других частях света. Крестовые походы не достигли своих первоначальных целей по объединению христианских церквей. На самом же деле крестовые походы усилили и закрепили раскол между ними. Вы можете поддержать канал, сделав пожертвование. Ссылки на мои страницы на Patreon, Privat24 и PayPal вы найдете в описании под видео. Ваша поддержка очень важна.